Топ-5 ТВ-боксов дороже 100 на осень 2023 года. Опять, да опять, потому что он в корне поменялся. Вообще у меня такой первый раз, что мы в течение месяца, грубо говоря, будем публиковать второй топ, потому что все очень и очень сильно изменилось. Ребят, новый участник, кое-кто вылетел и даже некоторые подвинулись на те места, на которых никогда в жизни не было. И все это на канале Технозон. Поехали. Воу, на главной страничке нашего канальчика, и тут вот такое дело. Микул взяла и порвала рынок в очередной раз. Она, честно говоря, учится на ошибках, и из-за этого он влетел в топ. При этом сейчас посмотрим, на какое место и какая модель. Но у нас из топа вылетел, сразу так скажу, Belink GT King. Все уже, ребята, купить все труднее. Belink GT King Pro синенький, о котором я говорил, на которой есть прошивочка Slimbox. Там была лицензия DTS Dolby, но не было Dolby Vision. И как бы уже в 23-м году на осень не иметь Dolby Vision в своем, скажем так, комплекте кодеков и комплекте того, что ты можешь воспроизводить, это уже, ну, извините меня, слабый ТВ-бокс. Я считаю, это если брать дороже 100 баксов, потому что кто покупает дороже 100 баксов? У кого? Хороший телевизор. А вам я советую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие топы, обзоры, новостные стримы, короче, очень много всего интересного у нас на канале. И, конечно же, если вы хотите увидеть обзоры на все то, о чем мы говорим, то все это в описании под видео. Ссылки на проверенных продавцов с самыми вкусными ценами. И именно те, действительно, где безопасно покупать, где покупали мы и имели какое-то там дело. Поэтому переходим уже на сам топ. И на 5-м месте у нас Yugus X4Q. Чего, спросите вы? Вот того скажу я вам. Потому что в 2023 году ты должен быть либо сильный, либо красивый. А иметь в своем формате Dolby Vision, Android 11 и Amlogic S905X4J с хорошей формулой памяти 4 на 128, но не иметь абсолютно никаких лицензий, честно говоря, уже опасное дело, такое на грани. То есть ТВ-бокс топовый, действительно, хороший пульт Bluetooth, с голосовым поиском, с действительно классной формулой памяти 4 на 64 с 1000 мегабитным LAN и Wi-Fi очень даже неплохим. Но тут мы с вами добираемся до того, что $124 цена, я считаю, немножко завышена. Стоил бы он там 100-105, вообще было бы идеально. Потому что на текущий момент этот ТВ-бокс интересен. Это X4Q серия, да, тут X4Q Extra, это X4Q серия, и тут как бы все красиво, тут у нас есть там 128 eMMC, опять повторяюсь уже, Tutituar, Wi-Fi, нет Wi-Fi 6, есть Dolby Vision, который беспроблемно проигрывает 5-й, 8-й профиль, 7-й тоже играет, но как всегда игнорирует второй слой, это в принципе присуще всем ТВ-боксам, только некоторые там клоны Oppo могут чего-то там делать и, скажем так, декодировать правильно второй слой. Я имел достаточно прикольный, нормальный опыт общения с таким ТВ-боксом, мне он понравился, все хорошо, обзорчик можете посмотреть, тут как бы к нему вопросов нет, кроме того, что действительно, вот был бы Android TV чистый и была бы сертификация, это был бы вообще топ of the pop. То есть вообще ситуация была бы совсем другая. А на 4-е место у нас опустился Yugus AM6B+, да, старичок начинает сдавать позиции на фоне, допустим, того же Yugus AM8 и того, что появляется далее. А я вам объясню, Android 9, Wi-Fi 6, да, вроде бы все хорошо, но Wi-Fi 6 медленноватый, развития практически он уже не получает, 4 на 32, Android TV прошивки нормально, то есть есть Android TV модуль, тут вообще вопросов нет. Android 9 один из моих любимых андроидов, но на фоне опять того же Yugus AM8, у которого есть там, допустим, такие плюшки, как 4К 120 Гц, 8К и, допустим, 4К 100 Гц, этот ТВ-бокс становится абсолютно заурядным. И, например, от того же X4Q Extra, хотя здесь есть поддержка Dolby Vision, он не отличается ничем, кроме мощностью самого процессора. И в X4Q Extra еще
еще и есть фирменный лончер от Yugus, кстати, забыл о нем сказать. Вы можете посмотреть мой обзорчик, там фирменный под Android TV лончер от Yugus, который очень сильно похож на Android TV, но только с Play Market и Google сервисами чистого Android. То, что многие ищут. При этом у этих же TV-боксов, вы же помните, самый правильный автофреймрейт, самый богатый набор автофреймрейта, все хорошо, но AM6B+, вот уже вот 4 место. Потому что для того, чтобы опять же быть в ряду и держать марку, то нужно уже немножко больше, чем быть просто таким, как все. 1000 мегабитный LAN, и разница в 40, допустим, долларов между X4Q Extra и AM6B+, ну да, AM6B+, металлический корпус, да, там Wi-Fi интереснее вроде бы как, но это не тот Wi-Fi, который, например, в Yugus AM8, который тянет там больше гигабита. Например, ну, мы уже тестировали AM8, показывали его в обзоре. Поэтому тут надо вам определяться, либо мощность, либо красота и меньшая цена. Но особой вот разницы между этими двумя ТВ-боксами, я вам скажу, в воспроизведении контента вы не ощутите именно конкретно в проигрывании. Да, будет здесь более, допустим, мощнее, но опять же, нет сертификации, нет лицензии, но ТВ-бокс один из моих любимых ТВ-боксов с металлическим корпусом. А вот на 3-е место у нас забрали Z9X Pro и Z20 Pro. Z20 это логическое продолжение Z10X, который был ранее, Z10 Pro, вернее, очень прикольные ТВ-боксы на RTD 1619 BPD, это новая модификация процессора, которая добавила AV1 декодирование. Кстати, у Yugus AM6B+ нет AV1 декодирования, в отличие от Yugus X4Q Extra. И тут он на 4 месте только лишь благодаря своим отзывам, благодаря отзыву самих клиентов, которые его купили, моих зрителей, и благодаря его мощности по сравнению, допустим, с X4Q Extra. То есть вот здесь вот, знаете, вот только мощность сыграла. Если говорить про то, что AV1 X4Q, но тут тоже нужно понимать, что AV1 только начали появляться там торренты в AV1, вот первые ласточки, когда он уже разовьется этот, допустим, кодек, то это будет вообще отлично. А вот Z-серия, вот эта вот новенькая прошечки, я делал обзор на Z9X Pro, и разница между этими двумя вот медиаплеерами, это больше медиаплеерами, во-первых, в $120, а во-вторых, то, что здесь больше интерфейсов, здесь есть возможность запихнуть 3.5 диск прям внутрь и использовать его как, допустим, какой-то псевдонас. В них, конечно же, есть HDR10+, есть Dolby Vision, ну вот здесь основной это HDD-Bay, да, там. Есть HDMI 2.1, AV1 декодер, 4K, при этом немножко новый процессор, 12-нанометровый, правда, Mali G57 ускоритель, есть стример музыки, есть RS-232, есть поддержка lossless музыки, это DSD, APE, флаки, вавы, и есть поддержка, конечно же, там и DTS, и Dolby Audio в полном объеме, и Dolby Atmos, и DTS-X, и DTS HD Master Audio, конечно же, есть фирменное программное обеспечение Poster Wall, Music Player, вот эти все каталогизаторы красивущие, это просто отлично. Насчет, допустим, объемной музыки в Yugus сериях, которые были до этого, то там это все дело в пробросе. Вы тоже это должны понимать. Здесь хороший Wi-Fi, но и хорошая цена. Тоже нужно понимать. Я, честно вам скажу, я к этим боксам отношусь крайне тепло, потому что я очень в свое время любил слушать на них DTS музыку 5.1, классическую, различных форматов, но у этих боксов я бы советовал, на этих боксах я бы не советовал использовать Google сервисы. Без Google сервисов они быстрые, красивые. Вот, это просто медиаплеер сетевой, но вот эти вот, которые вышли на 11-м андроиде, там есть один момент того, что на внешний жесткий диск писать это целая история. Поэтому ставится внешний жесткий диск, делается внутренним хранилищем, и только потом вы там что-то можете качать, организовывать и нормально использовать вот эти все сетевые протоколы. Также отличительная черта их это VS10 технология, которая позволяет приводить, допустим, Dolby Vision фильм в SD фильм с очень приятными цветами, либо уже в HDR, то есть очень красивая технология оптимизации.
Да и к тому же вот Z10 Pro, это вот если говорить, но они практически ничем не отличаются, кроме вот этого вот B и формула памяти 4 на 32 у Z10 Pro, у него есть, видите, тоже USB 3, короче, ничего нового. Да, у него есть еще аудио-видео, выход видео RL, это ну, стандартные наши RCA, есть еще коаксиал, вот почему он стоит вот немножечко дороже. И, конечно же, они оснащены автофреймрейтом в родных плеерах. Тут как бы все понятно. Но тут у нас появляется второе место, и все становится на свои места. Второе место. Micool KM2 Plus Deluxe. Конечно, можно было бы, название само за себя говорит. Можно было бы, конечно, как любят китайцы, Micool KM2 Plus Deluxe Stream Top Limited Design Edition Plus там какой-нибудь. Я честно вам скажу, чем дольше вот эти вот моменты называются, но это очень классная тема, логическое продолжение с новым пультом и немаловажный. Netflix, все сертификаты, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, и это не видеостронг, который производит для Micool. Это все тот же Skyward. Он у меня есть. Я его тестировал, но до релизной даты я пока не могу его выкладывать. Вы можете его уже приобрести в предпродаже. И 138 баксов вполне оправданная цена. Я делал обзор на псевдодюну на Hamatix, который построен. Это не то, что прямой конкурент Hamatix, это немножечко интереснее, чем Hamatix, тем, что его производит, допустим, не Sire Robotics, а конкретно Skyward. И Skyward намного качественнее. Смотрите, что у нас здесь есть. 905X4 процессор, Cortex A55, все стандартно. Формула памяти 4 на 32, Google Android 11, 4K Netflix, Disney Prime, AV1, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos, Wi-Fi 6, 1000 мегабитный LAN, что не свойственно для Micool. То есть ребята поработали настолько интересно и учли все моменты, что в сертификацию впихнули максимально, что можно было сделать для вот этого вот процессора S905X4. И получается, что это по сути X4Q Extra, только в лицензиях. Полностью в сертификатах и в Dolby сертификате и во всем остальном. Очень сильно изменился пульт. Это Google пульт, расширенный с цифровой панелью, с цветными кнопками, с управлением телевизора, ребята. Да, это Google TV, потому что с этого года уже все будет сертифицироваться только на Google TV. Вы должны это понимать. Но при этом мы уже, вот смотрите, как они сделают, Wi-Fi 6 быстрее, там, окей, Google у нас может работать как Google ассистент и управлять устройствами умного дома. Ну и игры, конечно же, тут с такой формулой 4 на 32, они тут уже заявляются про Android TV игры. Я думаю, что мы, когда выпустим обзор, вам будет очень интересно, потому что мы будем проверять и возможности кое-какого стриминга. Вот так вот. Ребят, второе место заслужено, говорю сразу, хотя и Google Android, Google TV, и с этим мы сталкивались уже на Xiaomi Mi Box, и Xiaomi Mi Box, допустим, там в свою тему влез со своим Google TV, все красиво, он дешевле. Вот если брать между Micool KM2 Deluxe и Mi Box, то тут вообще разница разительная. Почему? Потому что Mi Box это, ну, здесь Wi-Fi 6, там Wi-Fi 6 нет. Управление телеком здесь есть, там тоже есть. И тут вот вступает битва технологий в наличие, допустим, тех же самых USB-портов беспроблемно, LAN 1000 мегабит без проблем. И это все укладывается в деньги. А на первом месте, да, Yugus AM8 на M-Logic S928XJ, один из самых мощных ТВ-боксов на рынке. Цена, правда, 189 баксов, но Wi-Fi 6E, хотя пишут 6, там 6 ГГц Wi-Fi, декодер AV1, 1000 мегабитный LAN. Но тут вот его еще и преимущество, кроме этих 6 гигагерцового Wi-Fi, то есть это вот, кстати, видите, самое интересное, 4 гигабайта
И есть намек на различные моменты. Тут 32 гигабайта eMMC, есть опционально 64 для OEM. Будет ли плюс версия, не знаю, но если будет, будет вообще, конечно, круто. Это 8 на 64, на 8 на 128, возможно. Самая его прелесть того, что мне нравится, это 120-герцовый режим с 4К, потому что я, допустим, подключаю его к своему телевизору лыжи, выбираю 120-герцовый режим 4К, отключаю автофреймрейт, смотрю фильмы без фризов, без микро вот таких вот лагов в сценах каких-то там. Идеально просто. Это раз. Во-вторых, опять же, все форматы звука, опять же, в пробросе. И в-третьих, мощность. Это вот пока что он берет за счет мощности 6 ГГц, Wi-Fi, который больше 1000 мегабит лупит, при этом еще и LAN 1000 мегабит, ну и, конечно же, этот новый процессор и возможность проигрывания Dolby Vision, Dolby Audio в AV1, и, честно говоря, вот с появлением вот этих вот раздач в AV1, там, единичных пока что, уже можно говорить, что он будет, скажем так, в тренде. Первое место, свое мнение высказал, все обзоры в описании под видео, на Микулка M2 обзор я чуть попозже здесь размещу, а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.